UserGU. Спасибо за показ хода работы над этюдом. Есть вопросы, но стесняюсь спросить. Не стесняйтесь, спрашивайте всегда. Это заложенный смысл в дизайнерское решение, когда скала на заднем плане пропорциональна больше лодки на первом. И не важны пропорциональные отношения ни величин, ни тона. Никак не пойму смысл письма без сравнения. Но я обычно говорю, что так вижу, что надо сравнивать и писать в соответствии. Или на что-то можно не обращать внимания. Что можно писать по-дизайнерски, придумывая пропорции, тона, цвета. Вы знаете, дело в том, что вы же не были со мной в этой точке, когда я писал. И все фотокамеры, вот эти вот, которые в телефонах, они снимают широким углом. Поэтому это обманка такая, что все, что дальше тебя, оно уменьшается. Поэтому я вижу по-другому, нежели передает фотообъектив. Вы смотрите на фотомотива, на то, что я делаю, но я смотрю на мотив, а не на фото. Я же пишу с натуры. Там все по-другому. Нужно обязательно соблюдать пропорции, это просто аксиома. Если пропорции не соблюдены, ну, как бы это фальшь сразу. Но представляете, если вы человека рисуете, у вас там руки большие, или там пальцы короткие, или голова там непомерная. И когда ты рисуешь все время, вот почему я на наброски хожу, все время в тренинге, то глаз настраивается на точность пропорций, ну а здесь вам просто пришла обманка, компьютерно-мониторная широкоугольная, так что не доверяйте ей, доверяйте всегда глазу. Дизайнерские решения, когда мы пишем ощущения, они касаются тона, цвета, он не обязателен прям в такой в лоб, да, это будет такое линейное мышление, реалистическое уж очень, но мне оно не интересно. А пропорции это железно, нужно их соблюдать. Галливей. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А надо ли идти в эту гору? Всех ли она притягивает? Конечно, не всех. Может пойти в другом направлении? Конечно, можно. Я просто под вершиной, ну, метафора такая. Я имел в виду, как бы мы все взбираемся на вершину горы, да, имея в виду наше мастерство. Мы хотим достичь мастерства. Вот почему, вот что я имел в виду, когда мы взбираемся на вершину. И каждый к этому мастерству идет, кто-то по пологой, долго идет, кто-то через скалы лезет. Только это я имел в виду, ничего более. Если продолжать эту метафору, конечно, люди любят, может быть, и по долине ходить. То есть не стремиться к мастерству, а просто делать то, что им нравится и как нравится. Почему люди не стремятся к высшему мастерству? У меня нет ответа. Может быть, потому что возникает страх перед большим количеством трудоусилий, унитаза часов, которые надо провести перед мольбертом. Не знаю. Подскажите, что вы думаете, откуда он этот страх? Почему, глядя на, зная, что есть великие произведения, почему бы не поставить задачу научиться высокому мастерству? Почему люди довольствуются малым, вот этой вот долиной, равниной? У меня пока нет ответа. Но это как, например, вот мы готовим еду, да, и мы так довольствуемся тем, что мы готовим невкусно, как бы не по высшему разряду. Или там вино мы, например, делаем. Я, кстати, недавно лимончелло начал делать самостоятельно. Да, цедра лимона, в общем, все как по науке, по-итальянски. Очень классно получается. Ну и вот, допустим, я бы сделал так, что невкусно. Никто бы вообще даже и глотка бы не сделал. А мне было бы нормально. Я вот на вершину не лезу мастерства. Да? Мне и так хорошо. Самогон на табуретовке. Ну, в общем, эту музыку сыграл на табуретке и нормально. Шоруков Султан. Как понять, что готов для большого формата? Как писать женский образ? Ну, что называть большим форматом? Может быть, и 2 на 2 кому-то покажется маленьким, потому что он расписывает, я не знаю, там, километровые какие-то стены там, в соборах. Ну, допустим, средний формат, ну, метровый, да? Метровый, 1,20 м. Как понять, что готов? Нужно попробовать. Нужно сделать в этом направлении шаг
написать, посмотреть, сравнить с великими, если для вас существуют таковые, теми, кем вы восторгаетесь в смысле живописи. Приблизительно поставить рядом свою работу, в компьютере можно посмотреть на свою и на их, и почувствовать, как оно вообще. В одном ряду или еще пока подождать. Как писать женский образ? Первое – это рисунок. Рисунок железный. Нужно просто этому уделять внимание, уделить, во-первых, внимание. Ну, несколько лет каждый день пописать, порисовать, часа по 4, я думаю, будет достаточно под руководством преподавателя. А потом уже самому, сохраняя этот темп, делая наброски, всегда поддерживая форму, ну и приступить к живописи. Для начала лучше всего, я думаю, изучить тех мастеров, кто вам интересен в смысле женского образа, посмотреть, что они делали, просто очень много сходить в библиотеку, очень много посмотреть, чего вообще есть в мире искусства на тему женского образа. Где-то ваше сердце особенно ёкнет. Вот изучайте, как это сделано. Прям слой за слоем, как это сделано. Покопировать, попытаться сделать так же. А потом вы наберетесь опыта и будете сами писать женский образ. Ну, конечно, лучше начать с мужского султана. Есть всегда зеркало, и вы сами в зеркале отражаетесь, просто попишите, как Рембрандт, много автопортретов. Поделайте с натуры и посмотрите, как это все по рисунку лепится. Кстати, рисовать себя можно бесконечно. Вы же от себя никуда не уйдете. А потом живописью заниматься. Можно никому не показывать. Главное изучать технику живописи на этом. У меня, кстати, есть уроки по живописи портрета и мужского, и женского. Обратите внимание, сейчас же скидка идет. До 7 числа, еще 2 дня. За полцены можно купить мои уроки и по этому делу тоже. И по рисунку там тоже есть. Посмотрите сами внимательно, что моя школа предлагает вам в помощь. А она предлагает. Так что давайте дружить. User UX. Слава, где найти такой зонт? Я его купил на Амазоне, будучи в Америке. На следующий день пришел или через 2 дня. Зонт действительно хороший, очень рекомендую. Выдерживает сильный ветер. И там специальная резиночка есть, чтобы не улетал сам зонтик. И очень мощное крепление. В общем, классная вещь. Галливей. Как вы легко интерпретируете Омара Хайяма? Он много говорил о красоте, но в основном о женской. Думаю, что тень может быть разного цвета, да, в зависимости от цвета отображаемого предмета или прозрачного сосуда. Или я ошибаюсь? Не ошибайтесь, тень может разного цвета быть. То есть есть, например, стол. Вот мы его видим отдельно, на него смотрим, есть цвет стола. Да? Бах, и на него упал, например, рефлекс от голубого неба. Что получается? Мы цвет стола плюс еще цвет того неба, который упал сюда, замешиваем. Естественно, синька, если небо синее, может быть разное. Или, может быть, розоватый закат сюда упадет. Значит, эта краска плюс розоватый. И смотрим в тоне, сравниваем с соседями. В общем, другого пути нет, только сравнивать. Сравнивать связи, сравнивать пятна. Поэтому-то я и все время призываю мыслить пятнами и большими массами, не углубляясь в детали. По поводу Омара Хайяма, о красоте. Он говорил еще и о вине, о том, что хорошо пить вино. Вы думаете, что он о горькой, что ли? Там вообще сухой закон в те времена был. Когда я читаю его стихи, я вижу в каждой строчке его любовь к жизни, его любовь к возлюбленному, к возлюбленной, к начальству, а не конкретной женщине. Как я могу ошибаться, но я это так воспринимаю. Мне кажется, что это так. И когда речь идет о вине, это зашифрованность такая суфийская. Речь об опьянении Господом, об очаровании вот этой любовью. По крайней мере, в его поэзии я это так воспринимаю. Можете меня поправить, конечно, и сейчас сильно поругать, но я не перестану это так воспринимать. Марина Урванцева.
Ударение на «у». Оказалось, я тоже юзер. Описала коммент под своим именем. И у всех других комментаторов тоже имена, никаких юзеров. Где и как это настраивается? Ну, я же не Google. Конечно, это настраивается в течение 1 минуты. Посмотрите, ну, наберите в конце концов на YouTube, как изменить псевдоним в YouTube, в Google, и он вам выдаст, я не знаю, 3 минуты, там все это пройдете по ссылкам. Но это же элементарно все делается. Главное, что у вас, Марина Урванцева, написано на кириллице ваше имя в YouTube. Я просто специально посмотрел. И поэтому псевдоним вот это отображается абракадаброй, всякими значками и цифрами. Если вы переправите его на латиницу и напишите какое-нибудь имя псевдонима, то будет отображаться то, что вы напишете. Но здесь все-таки вопросы по искусству, а это к Google лучше обращайтесь, там быстро вам помогут. Прямо в конце видео будет прямая ссылка на ролик 621 «Композиционный и смысловой центр». Я думаю, вам будет актуально и полезно.